Всем большой привет, меня зовут Элина, я архитектор-дизайнер, и на своем канале я показываю, как можно создавать классный декор для интерьера своими руками. Мне захотелось сделать очень весеннюю, очень романтичную сервировку, и для этого я решила сшить салфетки с рюшами, и казалось бы, что может пойти не так, это просто салфетки, но в итоге нормальная салфетка, как мне нужно, получилась у меня только с 5-го раза, а первые 4 были, так не очень. Вот эта самая первая оказалась очень большая, такая слоновьего размера. Я сделала такую же поменьше, но она оказалась слишком белая, потому что тарелочки у меня такого натурального цвета молочного, и этот оттенок к ним не подходил. Следующую я решила попробовать сделать уже из льна, вот с такой рюшей, но это просто обнять и плакать. Такая вот получилась бедолага. Для 4-й салфетки я решила сделать двойную рюшу, то есть я сложила ткань в 2 слоя, и она получилась слишком плотная, поэтому нет какой-то легкости в ней, слишком много материала, она такая дубовая. И вот 5-я салфеточка уже вышла как надо, легкая и красивая, и про нее как раз я вам сегодня и расскажу. Я использовала лен с хлопком в розовом оттенке, как раз под цвет цветочков на тарелках. Вот здесь будет размер деталей, по сути у нас их всего 2, это полотно салфетки и сама полоска для рюши. Длина полоски для рюши в 1,5 раза больше периметра полотна салфетки, так получается не слишком активная и красивая волна. Первым делом я обрабатывала край волана, и для этого взяла вот такую лапку. Вообще, я открыла для себя разные лапки для швейных машин, и это целый новый мир. Оказывается, есть столько приспособлений, которые упрощают шитье. Я заказывала эти лапки на Яндекс.Маркете, и в описании прикреплю ссылки на всякие разные швейные полезности. Итак, эта лапка сразу подгибает ткань, и остается только аккуратно ее направлять. Я дополнительно использую булавку, чтобы придерживать ткань. Машинку я взяла погонять у подружки, еще не освоила все ее функции, но то, что она двигает иголку влево-вправо, сама вдевает нить и сама ее обрезает, это для меня уже космос. Лицом к лицу я сшила деталь в такое кольцо. Теперь проложу строчку для того, чтобы стянуть волан. Для этого я ставлю самый широкий стежок и минимальное натяжение нити. И еще меняю цвет ниток, чтобы потом легче было их убрать. Саму рюшу мне нужно разделить на 4 равные части. Для этого складываю ее пополам и еще раз пополам. Отмечаю булавками. Теперь в этих отрезках между булавками проложу строчку, оставляя свободный край ниток, чтобы потом можно было за них стянуть волан. Я не знаю, честно говоря, как правильно называть, рюша или волан, поэтому буду называть то так, и вы мне ничего не сделаете. На полотне салфетки отмечаю скругление по углам. И складываю ткань, чтобы найти центр с каждой стороны. Теперь лицом к лицу прикладываю волан свободным краем вовнутрь и соединяю серединки с серединками. Закалываю булавками. Теперь буду собирать и закалывать рюшу. Делать это нужно равномерно, и это самый долгий этап во всем пошиве.
Один. Ты в черновичке пишешь или в чистовичке? В черновике. Вот чистовик, вот черновик. Хорошо. По отмеченному закруглению выкладываю уголок. Здесь сборка должна быть помельче, чтобы угол смотрелся красиво. И теперь прокладываю строчку, отступая от предыдущей на несколько миллиметров, чтобы потом было легко достать нить. Вот так аккуратно получается. И просто вытягиваю ненужные уже нитки. Я долго думала, как же мне оформить эту некрасивую изнанку, потому что прокладывать строчку на лицевой стороне мне не хотелось, и в конце концов решила взять косую бейку. Я хотела найти оливковую, но не подобрала красивый оттенок и взяла вот такую принтованную. И еще одно мое открытие – это лапка для косой бейки, просто гениальное приспособление. У нее есть пазы, куда вставляется косая бейка, и между ними вкладывается ткань. Получается очень аккуратно и чисто, и всегда можно быть уверенной, что нижняя часть бейки тоже пришивается. Я двигаюсь очень медленно, потому что мне всегда ужасно лень распарывать и переделывать. Лучше я чуть-чуть подольше посижу, но не буду потом переделывать. Особенно аккуратно продвигаясь на углах, потихоньку укладывая бейку на ткань. И остается только все прогладить. И мне безумно нравится, что салфетка красивая не только снаружи, но и с изнаночной стороны. Мне кажется, вот такие детали всегда показывают отношение автора к своему творению. Вот такие салфетки для сервировки у меня получились. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Возможно, вы тоже захотите сшить что-то подобное. Поставьте лайк, напишите свой комментарий, отправьте это видео кому-нибудь. Чем больше, тем лучше. И до встречи в новых выпусках.